Добрый день! Сегодня испечем домашний хлеб без применения комбайна и хлебопечки. Для замеса теста беру 450 грамм просеянной муки, вливаю в нее 280 мл теплой воды, добавляю 2 чайные ложки сахара, 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сухих дрожжей. Замешиваю тесто. Хлеб готовится без молока и яиц. Когда вся жидкость впиталась в муку, добавляю 2 столовые ложки растительного масла и продолжаю замес. Если тесто жидкое, добавьте немного муки. У меня на замес ушло всего 480 грамм, но это зависит от качества муки. Стол смазываю растительным маслом, выкладываю на него тесто и продолжаю вымешивать в течение 3-4 минут. Тесто нужно хорошо вымесить, так как в процессе приготовления оно больше не вымешивается. Стол смазывайте маслом и продолжайте хорошо вымешивать. Тесто должно получиться мягким, эластичным, не липнущим к рукам, но и не забитым мукой. Чистую миску смазываю растительным маслом. Также немного смазываю тесто. Вот такое мягкое, пластичное, но не липнущее к рукам оно должно получиться. Хорошо обминаю тесто и перекладываю в миску. Накрываю пленкой и оставляю для подъема на 1,5 часа в теплом месте. Я оставляю в духовке с включенной электролампочкой. Прошло 1,5 часа, тесто хорошо поднялось. Оно очень мягкое и пористое. Обминаю его. Стол слегка смазываю растительным маслом. Выкладываю на него тесто и разделяю на 3 части. Я буду делать хлеб в виде косички. Так он получается красивым и в процессе выпечки не рвется по краям. Каждый кусочек обминаю и растягиваю в прямоугольник. Толщина пласта должна быть приблизительно 0,5 сантиметра. Плотно скручиваю тесто рулетом.
Край хорошо защипываю. Так формирую 3 рулета. Скрепляю их вместе с одной стороны и переплетаю косичкой. Туго затягивать не нужно. Просто перекладывайте кусочки теста с одной стороны на другую. Края закрепляю под низ и переношу хлеб на противень, застеленный пергаментой. Накрываю пленкой и оставляю для подъема на 40-45 минут при комнатной температуре. Хлеб хорошо подошел. Смазываю его молоком. Если вы не хотите присутствия молока в вашей выпечке, просто смажьте водой. Посыпаю белым льном. Можно посыпать любыми семечками или ничем не посыпать. И отправляю выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Прошло 35 минут. Хлеб готов. Вот такой румяный и пышный он получился. Мягкий, упругий, с хрустящей корочкой, ароматный и очень вкусный. Приятного аппетита!